Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Game. Сегодня у нас на обзоре советский средний танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 430У. Вот такой вот красивый танк. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, и начинаем с бронирования. Итак, коллижн модель нашего 430У. НЛД в целом 180, ВЛД в нижней часть 259, в верхней 270, здесь 272. НЛД ослабленная деталь корпуса, а вот ВЛД больше напоминает бронирование тяжелого танка, не среднего. Башня у нас сферическая, самые ослабленные места это вот эти, 303, все остальное до 700 расходится, фиг пробьешь, маска 600. Крепкая верхняя планка вся рикошетная, лючки в нижней часть 265, в верхней 270, здесь у нас 253, верхний 277. Оба люка пробивать можно только голдой. Нифига себе бронирование башни, маски, люков, ВЛД. Ребята, тяжелый танк, хотя средний. Вот, боковое бронирование внизу 90, надгуселька у нас 103, башня 162, борт у нас верхняя надгусечная полка гнутый, закаточный прямой. Танкует идеально, даже можно перекручивать за счет рикошета от борта, вставляет чеку, а здесь у нас 282, и пробивать это надо тоже только голдой. Нифига себе бронирование. Касаемо орудия, пушка у нас 10 левела. Вот, 122 миллиметровка, 440 альфа на основном голдовом, 530 на фугасе, 252 пробития на основном. Ребята, 340 на голде. 10 секунд заряжается пушечка, ДПМ 2600, точность, это все на стойке у нас 0,4, время сведения 2,3 секунды, все комфорт. Касаемо полевой модернизации, во втором слоте качаем легкосплавные узлы крепления, в четвертом плавающий прицел, в пятом антибликовую маскировку фар, в шестом, если будете катать с просветленной оптикой, выбираете на обзор, если будете катать с закалкой, по сути тяжелый танк, не средний, да, тогда берете на живучесть. В седьмом блоке комплексное ускорение сведения, в восьмом блоке дополнительные приборы наблюдения. По оборудованию, здесь настроек очень много. Самое главное, всегда в третьем слоте у вас стоит досел, а вот в первый слот можете поставить, как у меня, турбина, просветленка. Можете поставить турбина, закалка. Можете поставить вентиль, не знаю, закалка, досел. Так, вариаций очень много. Я вот катаю вот так. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, летит 940 метров в секунду. Вот, голда у нас кумулятивная, летит 920 метров в секунду. Осколочно-фугасный летит 940. По снаряжению ставим ремку, аптечку, автоматический огнетушитель. Я пихнул до паёк, чтобы максимально раскачать возможность данного агрегата. Вот у нас 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в табличке. Ребят, по плюсам и минусам машины. Первый самый жирный плюс. Нас назвали средний танк. С этим присуща у нас там хорошая незаметность, хорошая подвижность. Но какого-то хера нам дали просто лютую броню. Броню тяжелого танка от борта. ВЛД, башни, лючки, просто жуткая броня на самом деле. Поэтому этот танк равно себя комфортно чувствует как на фланге средних танков, так и на фланге тяжелых. Касаемо пушки, все хорошо, особенно пробитие на голдовом снаряде. Скорость полета, конечно, такая средненькая, вот, но альфа приятная и хорошее пробитие на голде. Единственный минус у нас здесь, это, конечно, отсутствие углов вертикальной наводки. Да, увы, это средний советский танк, минус 5. Но неплохая точность у нас, 0,36, да, 2 секунды время сведения, да и пушка заряжается чуть, ну там, менее 9 секунд. По пушке все как бы ровно. Прям реально ровно. По количеству хп 2000, и учитывая наше бронирование, это жир. Это жир, жить будем долго на карте. По мобильности, значит, тут смотрите, 55 вперед, 21 назад, почти 16 лошадей на тонну. То есть, по сути, подвижность у нас хорошая, несмотря на бронирование, и это круто. Поэтому этот танк немного имбалансен, имба, и как я уже многим своим подписчикам советую эту ветку и ветку там немецкую Е50М как первую СТ-шку в игре, потому что данный танк прощает очень много ошибок за счет своей брони. У нас даже есть незаметность, но просто вот тот экипаж, который я посадил, здесь перк незаметности не вкачан.
Вот, соответственно, где-то там 34-36% рассчитывать можно. По обзору на просветленке у нас на всем. Ну, у нас здесь штраф, да. Да, у нас штраф. Так был бы жир, но, к сожалению, или нет штрафа. Вроде здесь не прописано нигде. Ладно, 483 метра, это очень даже неплохо. Ребят, предлагаю отправляться в бой. Давайте посмотрим, как данный танк хрустит своей броней. Погнали. Так, господа, обзор боя Мобиль 403 СУ, советский средний танк 10 левела. Танчик без УВН, нету арты, кстати. И это хорошо. Слушайте. А поехали мы налево, на Барханы, наверное. Что-то я направо не очень хочу. Не знаю почему. Но не хочу. Готов. Нормально. Проехался, чувачок. Давим, так сказать, авторитетом. Разбирайся, тут какие граждане едут. Нормально, МБТ мы тут. Привет, привет. Привет, Андрей. Привет, Андрей. А помощь мне будет от союзников? Нет? Вафля приехала. Светим вафельку. Пробил меня. А, не пробил, пушку выбил. На тебе. На лорочке. Пробили нас первый раз, ребята. Двуху мы уже сделали. Два раза пробил, ну все. Так, давайте мы вот так сделаем. Ты глядь, 3 раза. Пушка не гнется. Вот я пытаюсь что-либо делать, а пушка... Вот, началось. Шотный, магия шотного танка. Все, хорош. Ты меня уже утомил тут жить. Ребят, Соляну разобрали ИСА-4. Чтобы вы понимали. Ты, гля, лорка танканула, а? Бывает же такое. Опять танканула. Вы, кстати, голду танкуют. Восьмерки картонные. Гусеницу мне повредил. За гусеницу ответишь.
Я тебе отвечаю. Я ж тебе сказал, за гусеницу ответишь. Все, уходит. Кто-то там у них в кустиках стоит на базулечке. Су-103, шпак. Что-то я не хочу вытанковывать. О, нашелся. Все, нормалды. 4К дали, еще чуть-чуть ассиста. Хорошо. Нормально. Хороший бой. Где-то там шпук еще раненый. Не светится гаденыша. Вниз упал. А вот и шпук. Что, со шпуком разобрались. Ты. ХПшек нету, чтобы активничать. В чем проблема? И ствол не гнется, чтобы прям сильно как-то разыгрывать. Да блин, ты тут стал своей жопой жирной. Поехали МБТ убивать. Все, умирать едем. Ой, его тут нет. А где вафлец? А куда вафлец делся? Охренеть. Охренеть, вафлец куда-то сбежал. Едем на поиски, ребят. Так, ну что, суммы 5К есть. А, лагает танк.
не едет или едет, я не знаю куда. Все, вот видите, что происходит, смотрите. Все. Это конец. Сервак лег, ребят. Ну, все. Итоги боя не посмотрим, игру пришлось перезагрузить. У меня лег на самом деле интернет, дело не в лесте. Вот, итоги боя, ну там 4500 мы дали на стрел, плюс 700 ассиста, там 5 с лишним к. Тачка огонь. Рекомендую эту ветку вот с венцом в конце создания 430У всем начинающим танкистам, равно как и немецкую, которая идет на Е50М. По пятибалльной системе. Танчик. Был и нерв, были и апы, что только с этим танком не делали. Но танк все равно остался хорошо бронирован, с нормальной подвижностью, с интересным орудием. Короче, имба, как он был, так он и остался. 4 с плюсом по пятибалльной точно заслуживает. По оборудке всегда так катаю, вы скажете, зачем ты ему ставишь просветленку, на нем надо с закалкой играть. Да, надо. А я играю с просветленкой, и ассист идет тоже, и люблю это дело. Пожалуйста, второй комплект сборки. Турбина, закалка, досал. Пожалуйста, почему нет? Катайте. Вот, ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, что думаете до сих пор про эту машину. Можно на ней катать, не можно. Вот, как вам она в целом, нравится, не нравится, какой вы используете оборудование. Прожимайте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.